Часы пустить. Пара большая. Поехали. И снова добрый день, Винхук. Я Дмитрий Антонов, вы на моем канале, канал авиации. И сегодня будет больше о людях, которые работают в авиации. У меня появилась возможность немножко поснимать, как будет происходить разгрузка самолета. Так что смотрим. Начался процесс выгрузки своего оборудования из самолета. И когда будет все выгружено, будет продолжена разгрузка. Все, водила на улице. Сейчас его отвезут в сторону. Вот. Очень хорошо видно, что практически полный объем самолета занят грузом. И вот началась разгрузка. Затем будет небольшая официальная часть. И потом уже будет активно будем разгружаться. Надеюсь, часов 6-7, и мы справимся с этой задачей. Мы с Сергеем участвуем в митинге по поводу приема груза гуманитарного. Представители правительства, премьер-министр присутствует. И амбассадор Германии. И очень теплый прием оказался. Присутствуют два флага, намибийский и Германии. А в это время самолет продолжает разгружаться. Так что все хорошо. Разгрузка идет довольно интенсивно, чего мы не ожидали даже. Очень-очень активно работают. Выгружают форклифтами, выгружают руками. То есть очень хорошо. Вот тут солдаты помогают. А в это время экипаж контролирует процесс. Юра, сколько разгрузили? Сколько разгрузили? Где-то 10 метров, 11. Ага, то есть это 1/4. Да. Понял. Ушел. Понятно. Подвинулась пальчиком. Правильно, электрика то не работает, она осталась в том же положении, а механика работает. Я же не привязан. Идет процесс подготовки самолета к следующему вылету. Пока разгрузка, наша бригада не спит. Залезла на верхотуру и что-то там крутит. Без страховки. Как, что за страховкой? Там у тебя пояс, его просто не видно. Все. Работаем. Параллельно с разгрузкой идет и заправка. В связи с предоставленными стульями на самолет мы воспользовались. И это очень помогает заправке. И самое главное, что мастера на все руки. Они и двигатель починить, и самолет заправить. Приближаемся к половине самолета. Разгрузка идет очень интенсивно. Два форклифта работают. И еще плюс с 3-го этажа вручную вот бойцы коробочки перебрасывают. Пока идет разгрузка, поймал лоудмастера. Он любезно согласился немного поговорить и рассказать о том, как он дошел до такой жизни. Расскажи, пожалуйста, вот как ты попал вообще в техническую бригаду? Ну, например, где учился? Я, можно сказать, из потомственной династии семейства Романов попал туда, куда по-другому, наверное, не могло бы быть иначе. Вся семья работала в авиации, поэтому я тоже сюда пришел. В 2001 году попал на работу сюда, здесь, к нам. Сразу сюда к нам, да? Да. А что заканчивал? НАУ заканчивал. Ага, Учился, поступил в КИГА, учился в КМУГА, а закончил НАУ. Пришел работать в службу пилотажного авиационного оборудования в 2001 году. В 2002 защитил диплом. И
самый молодой в цеху, с 2001 года работаю. В этом году было ровно 20 лет. Отметили, как пришли мы сюда на работу. Нас туда пришло по 2 самолета, нас набирали 7-5, 7-6 забрали из России. Ну да, как раз тогда они пришли. У нас пришло около 20-25 человек в разные службы, пришли сюда работать. Проработал техником приблизительно лет 12, потом стал инженером. А летал на чем? Летал на Русланах, техником, прибористом. Очень любил самолет Ан-70, на Ан-70 очень много работал, был с ней в разных командировках. И в Кировском, и в Москве на выставке. Очень много тоже уделил своей работы самолету Ан-70. Понятно. Ну, параллельно Ан-124, Ан-225. И вот крайние 4 года, наверное, 4-5 лет летаю старшим инженером, лоудмастером на самолете Ан-124. В этом году вот довелось первый раз попасть лоудмастером на самый большой самолет в мире. А какие основные задачи вот у лоудмастера? Ну, организовать процесс загрузки, выгрузки, посчитать центровку, посмотреть, как, что, куда поставить, как сделать так, чтобы меньше люди устали, распределить правильно груз, убедиться, что он правильно пришвартован, привязан, грамотно размещен, ну, основные функции. Ну, и параллельно занимаемся устранением замечаний, неисправностей и прочими вещами. Понятно, ясно. Хорошо, огромное спасибо. Так что тебе надо руководить дальше, продолжать разгрузкой, так что... И вам спасибо, смотрю ваш канал регулярно. Хорошо, спасибо тоже. Шел 4-й час разгрузки. Чувствуется, что все немного устали. Замедлился процесс, плюс машин нету для погрузки выгруженного. Пойдем посмотрим, сколько осталось в кабине. Бойцы немного замедлились. Форклифтам стало дальше ездить, поэтому тоже процесс немножко замедляется. Коллектив, перерыв на чай, тоже вид не очень бодрый. И что у нас, какой тут метр, сейчас посмотрим. У нас уже 29 метр. То есть осталось еще 14. То часа 2. 6 часов прошло после посадки. Разгрузка завершается. Осталось 4 ряда. Похолодало. И местное население потянулось в самолет. Немножко теплее. А на улице плюс 15. И все. Уже холод-прихолод. Вот. Начали возвращать понемногу оборудование, самолет, стулья. Так что скоро все завершится. За остатками ящиков видим, вот такая специальная сетка ставится для того, чтобы обезопасить вход в заднюю кабину, где у нас обитает наш технический состав. Осталась крайняя палета. И эта ситуация мне очень напоминает один сюжет фильма «Джентльмены удачи». Сейчас эту палету уберут, и там откроется дверь, за которой стоит тумбочка, а в тумбочке, по всей видимости, будет большой приз. Ждем выгрузку. Все. Забирают крайнюю палету. Дверь есть! Ура! Идем смотреть на тумбочку. И где у нас тут тумбочка? А тумбочки-то и нету. Вот приз. Все. Оправдание есть. Виндхукское пиво. Вот так. Весело, с шутками завершилась разгрузка.
Вы увидели, как работает техническая бригада. И может вам показаться, что разгружало местное население, и это для бригады очень просто. Да, генератор, наверное, посложнее загрузить, правильно распределить, но и здесь тоже много сложностей. Во-первых, загрузить груз. Потому что заполнить полностью объем полезный, это тоже надо уметь. А следующее, при разгрузке смотреть, чтобы вот эти форклифты не повредили грузовую кабину, чтобы никто не пострадал, ни от какие травмы не получил, чтобы все было безопасно. Поэтому это тоже ответственно. Летим. А ви оставайтесь з нами, тому що далі обов'язково буде.